Всем привет, меня зовут Смирнов Иван, и сегодня мы узнаем, можем ли мы нарисовать несуществующий в природе материал. Погнали! И действительно, а можем ли мы? Давайте подумаем о том, а вообще, что у нас есть для того, чтобы мы могли изобразить материал. Для начала у нас есть набор таких простых свойств, как собственный цвет. Собственный цвет рождается из того, что некий материал поглощает спектр света, который на него попадает, и отдает какой-то еще. Чем ограничивается тот цвет, который мы можем увидеть? Он ограничивается только нашим восприятием. Каким бы он ни был, этот материал, какие бы он волны не поглощал помимо основного видимого спектра, мы будем получать только видимые цвета. Все остальное мы, скорее всего, не увидим и нарисовать не сможем. Что у нас еще есть? У нас есть интенсивность отражения. Чем больше сила отражения материала, тем больше мы будем видеть в нем отражение окружающей среды и меньше собственного цвета материала. Мы все представляем, как выглядит идеальный хром. Здесь нет ничего внеземного. Мы все представляем, как выглядит идеально матовый материал, у которого чистый собственный цвет и нету никаких отражений. И тут тоже никаких подводных камней. Что у нас есть еще? У нас есть шершавость. И опять же мы знаем, как выглядит идеально шершавый материал и как выглядит идеальный гладкий полированный материал. Более того, зная, как выглядит идеальный хром, мы можем представить себе тело, которое поглощает весь свет, который на него приходит, и там степень шершавости стремится к бесконечности, а степень отражения стремится к нулю. И такой материал создан на Земле, и он выглядит как черная дыра. То есть, как его не освещая, он выглядит идеально черным. Ни одного отражения. Что у нас остается еще? У нас есть прозрачность. И опять же, она может варьироваться от 0 до 100%. То есть, у нас может быть абсолютно непрозрачный материал с любыми свойствами и абсолютно прозрачный. И дальше, если он абсолютно прозрачный, то, как будет выглядеть, будет определяться его оптической плотностью, насколько он замедляет свет и, соответственно, какая сила преломлений в нем может быть. Но, скорее всего, здесь мы не сможем нафантазировать что-то такое, чего бы мы не смогли увидеть в реальной жизни. А еще есть светимость. Может быть, здесь есть что-то внеземное? Скорее всего, нет. Мы знаем, что происходит с материалами по мере их нагревания. Когда они начинают излучать инфракрасный, потом они переходят в видимый диапазон, и потом они уходят в ультрафиолет. Мы знаем, что цвет звезд варьируется в зависимости от их температуры. И чем выше температура, тем больше они будут уходить в ультрафиолет, помимо видимого спектра. Так что же получается? Неужели мы не можем изобразить чего-то внеземного? Мы сейчас не говорим про магию или какое-то излучение и фракталы, которые мы можем нарисовать вокруг нашего объекта, сказав, что вот такого на Земле нет, вот он внеземной. Мы говорим именно про сам материал. И, скорее всего, в плане физических свойств мы никого ничем не сможем удивить. Скорее всего, все, что мы сможем изобразить, будет ограничено нашим восприятием, то, что мы можем увидеть. Но мы можем делать разные сочетания этих свойств. Мы можем делать их необычными, такими, которыми их еще никто не видел. Мы можем сочетать одно с другим, и мы можем смешивать разные материалы, создавая уникальные вкрапления. Значит ли это, что их нельзя повторить? Скорее всего, нет. Скорее всего, все, что мы можем нарисовать как отдельный материал, можно будет повторить ровно так же и в реальности с помощью набора разных материалов. Поэтому изучайте физику и рисуйте материалы такими, какими они должны быть, и используйте их для создания уникального дизайна. А если вы хотите узнать об этом больше, записывайтесь на курс «Основы CG-рисунка». Там мы рисуем шарики и узнаем, какие базовые свойства материалов существуют и как их можно изобразить. А с вами был Смирнов Иван. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, пишите свои новые вопросы в комментариях. И всем спасибо, всем пока.